Святой Иаков, епископ ростовский. Память 10 декабря по новому стилю. Святой Иаков был родом из Ростовской области. В раннем возрасте принял иночество и за свою благочестивую жизнь удостоился поставления в епископы ростовские при митрополите Пимене и великом князе Дмитрии Ивановиче Донском. Но епископом ростовским он был недолго и оставил кафедру по следующему случаю. Одна женщина обличена была в беззакониях, и ростовским князем, и боярами ростовскими осуждена была на смертную казнь. В своем несчастье она прибегла к ногам ростовского свидетеля Иакова и молила избавить его от смерти. Святой Иаков сжалился над нею и, подражая Христу, который не осудил приведенную к нему блудницу, не выдал на казнь осужденную женщину, а назначил ей особое место для покаяния до конца ее жизни. За таковой поступок князь Ростовский и граждане разгневались на святого Иакова и изгнали своего доброго пастыря с престола. Удаляясь из города, святой Иаков подошел к берегу Ростовского озера и, сняв с себя свою святительскую мантию, положил ее на воду и, осенив себя крестным знамением, встал на нее и поплыл по озеру. Проплыв версты 1,5 за город, он снова вышел на берег, на том месте, где теперь находится Яковлевский монастырь. Сие необычное чайное чудо изумило князя и народ. Все поняли, что несправедливо и жестоко поступили со своим святителем, просили о прощении грехов и со слезами умоляли его возвратиться на свой святительский престол. Святитель по своему незлобию и кротости простил им тяжкий грех их, но никогда и ни на кого не мог он гневаться. Но возвратиться на престол решительно отказался. На том самом месте, в 1,5 верстах от города, где святой Иаков вышел на берег, он построил себе одинокую хижину и стал в ней жить. У святителя было много почитателей, и многие из них стали приходить к нему для жительства. Тогда он соорудил кельи для братьев, а затем и церковь во имя зачатия святой Анны. В сем монастыре святой Иаков окончил и дни свои. Во время святительства Иакова в Ростове появился еретик именем Маркиан, который учил не поклоняться святым иконам, называя их идолами, и рассеивал иные нечестивые мысли. Своим красноречием и книжной ученостью он привлек к себе внимание ростовского князя, бояр и народа. Но святитель ростовский Иаков в присутствии князя и народа учинил с еретиком прения и обличил его лжеучение, так что еретик со срамом удалился из Ростова. Мощи святого Иакова почивают в основанном им монастыре, именуемом Яковлевским, в честь его основателя. Святой Иаков, епископ ростовский, моли Бога о нас.